Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы посетим стоянку брошенных автомобилей. Здесь их несколько десятков. Среди них было несколько действительно редких и интересных машин. Приятного просмотра! Вот это да! Телепорт назад в 60-е, 70-е. Похоже на очень большой актовый зал. Но сегодня я вам покажу кое-что другое. Здесь неподалеку кладбище автомобилей. Причем есть и весьма интересные экземпляры. А вот и они. Если честно, глаза разбегаются. Здесь несколько десятков машин. Saab, причем довольно старенький, возможно, даже из 80-х. И рядом второй, но уже посовременнее. Этот, наверное, из 90-х. Открыто. Кстати, компания Saab интересна тем, что она занималась еще выпуском самолетов. Кстати, автоматическая коробка передач. Вот, Saab делали еще самолеты и грузовики. Салон, кстати, очень неплохо сохранился для таких лет. Турбовый Saab. Думаю, что бензиновый. К сожалению, закрыто. Видно, там прикольный кожаный салон внутри. Volkswagen Jetta. Некогда народный немецкий автомобиль. Часть машин, к сожалению, закрыта. Mercedes конца 90-х. Тут, похоже, кто-то спал. Спальный мешок лежит. Причем, судя по запаху, совсем недавно. Вот это аппарат. Блин. Это, походу, 116-й кузов. Если не ошибаюсь, такой Мерседес был
у Высоцкого. И делали его в 80-х годах. Кстати, эстонские номера, причем старого типа. Вот это находка. Открыто. Знаю одно, что Мерседесы тех лет славились своей лютой надежностью. Тоже автомат, кстати. И весьма комфортный салон. Дизайн на самом деле в стиле минимализма. Минимум вот этих всех крутилок. Кстати, раздельный климат-контроль, по-моему. Здесь тоже минимум кнопочек. Часы, спидометр, и почему-то нету тахометра. А вот и сердце автомобиля. А, нет, я немножко ошибся. Это 123 кузов, а не 116. Но все равно от этого он не менее раритетный. Еще один такой же красавец. Только этот в состоянии похуже. Кстати, тоже эстонский, по-моему. Есть тут и более современные автомобили. Вот, например, разбитая машина из доставки еды. Еще один Мерседес. «126». Здесь даже видно мотор помощнее, чем на тех. Точнее, побольше. К сожалению, разобран довольно сильно он. А какой салон, блин! Какая кожа светлая. Вот это да, для тех лет это, наверное, было супер круто. Современные автомобили на самом деле мне не так нравятся, как старые. 90-х годов, начало 2000-х. Больше всего мне нравятся именно такие автомобили. Peugeot. Тоже, наверное, из 90-х. Бензиновая, кстати. Коробке совсем плохо уже. Кстати, так-то комплектация хорошая. С люком. С электроподъемниками всеми. Это, вероятно, кстати, регулировка зеркал электрическая была. Opel Kadett.
У меня кто-то из родственников учился на таком ездить в начале 2000-х. А вот это аппарат. 24-я Волга. Какая же она длинная. Ай, как же тут неприятно пахнет. Кстати, а сохранилась-то она весьма неплохо. Кстати, что интересно, тоже нету тахометра. Тоже такой минимализм, я бы сказал. Ручная коробка. Сцепления, кстати, вообще нету. Ну, машина просторная. Сделана в СССР. А вот такой москвич когда-то был у моего деда. Только синего цвета. Это уже была машина поскромнее, чем Волга. А Волга, насколько я слышал, по тем временам считалась прям шиком. Что с рулем стало за это время? Он просто превратился в труху. Обшивка руля. Что-то этому москвичу совсем плохо уже. Москвич 412. А это что за машина? Это Volkswagen Passat. Причем, походу, это второй Passat. Тоже, наверное, из 80-х. Потому что в начале 90-х вышел третий Passat. Жалко, что закрыт. Но это очень редкая машина. Особенно в 2023 году. Лянча 3-литровая. Это, наверное, что-то интересное. Просторная. И тоже автомат. Такой итальянский люкс из 90-х. Тоже все подъемники электрические. Все здесь как надо. Бортовой компьютер, кстати, даже. Бензиновая 3-литровая. Она, я думаю, ехала неплохо.
Рено. Это, кстати, Renault Espace. Очень вместительный минивэн. Когда-то эта машина была очень популярна. Это у нас Citroёn. Закрыт. Audi. Восьмидесятка. Только это не круглая восьмидесятка, которую зовут в народе бочкой, на которых еще и в наши дни многие ездят, особенно у нас в Латвии. А это еще более старая, это квадратная. Кузов B2, если не ошибаюсь. Ну, это, конечно, аппарат. Я бы на такой прокатился бы. Ford Scorpio. Кстати, когда-то в детстве я очень увлекался машинами, я их коллекционировал. У меня даже до сих пор остался шкаф полный моделек автомобилей. Поэтому по машинам я что-то немножко понимаю и могу рассказать. BMW 34 кузов. Тоже легендарная машина. Только тоже почему-то закрыта. Audi сотка. Сигара. Блин, я такую находил заброшенную в Риге совсем недавно. BMW закрыта. И сотка тоже закрыта. Но от этого она не менее красивая. Еще один Volkswagen. Тоже Jetta. Жалко, что многие машины закрыты. Не могу показать вам их изнутри. Это прям классика. Квадратный гольф. Еще Мерседес, но уже более современный, 2000-х годов. Кстати, представительский S-класс так-то. И еще один такой же черный. Стоп! AMG? Что-то мне не верится, что это правда. Но все может быть. Блин. Открыт! Какой салон здесь кожаный. Посижу хоть раз в премиальном автомобиле. Блин, а тут вообще прикольно. Климат-контроль отдельный для пассажиров сзади. Регулировки сидений задних. Можно все прям регулировать вообще. Спинки, подушки. Подогрев сидений даже есть. Не хватает только еще мониторов. Подсветка. Это зеркало даже есть. Для каждого пассажира сзади есть зеркало. Только я не знаю. А, вот оно вот так открывается. Можно посмотреть на себя красивого. Вот это да. Шторка тоже есть. Класс. Очень жалко, что YouTube не передает запахи. Здесь даже пахнет как-то немножко особенно. Такой запах кожи, что ли. Несмотря на то, что он стоит здесь уже несколько лет. Сколько тут регулировок просто. Блин, для 2000-х годов
Кстати, ручник вообще интересно сделан. Для 2000-х годов, мне кажется, это были прям супер технологии. Поворотники на руле, стоп, что? Про компьютер бортовой я вообще молчу. Телефон, чтобы звонить прям в пути. Конечно же, автомат. Вот эта машина. Перчаточный ящик. Прикольно так-то. Я бы такой себе взял. Только в нормальном состоянии. Кстати, чуть не пропустил. Это, я так понимаю, вместо ключа здесь была такая карта, которую ты просто клал где-то в салон. Автомобиль ее видел и ехал. И ключ с собой не надо было брать и вставлять, поворачивать. И, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, это так работало. Блин. Вот эта машина. AMG. Главный вопрос теперь, это настоящий AMG или это просто шильдики? Закрыто, к сожалению. Видимо, не судьба узнать. На автомате, кстати, и на прикольном салоне из светлой кожи. Пикап. Причем, похоже, какой-то служебный. Здесь такой значок. Возможно, пограничников. Или, может, пожарных. Закрыт. Mitsubishi. Но самое интересное, что здесь есть, как мне кажется, это бесспорно 21-я Волга. Такая синяя красавица. Какой диван. Вот это да. Телепорт назад в 60-е, 70-е. Я не знаю, когда этот кузов делался точно. Что интересно, здесь такой большой диван. И нету ремней безопасности. И даже, знаете что? Нету и зеркал ни левого, ни правого. То есть это говорит о том, что в те года не было такого количества машин на улицах. Не было такого движения, и это все просто было не нужно. Как же здесь просторно и комфортно. Ну что, поехали. Это похоже к крутилке, чтобы открыть окно. Не могу не сесть за руль этого автомобиля. 140. А пробег 470 тысяч. Руль, кстати, тоже превратился в труху частично, но не так страшно, как на Москвиче. Капот. Что-то там уже сломалось, похоже. Ампер, бензин, вода, масло.
какие часы, смотрите, сделаны в СССР. Вот это аппарат.